Так, оставим нелепые споры. Я для себя давно решил, или как там было в песне, лучше гор могут быть лишь только горы, в которых еще не бывал. Но даже с этим можно поспорить, особенно любители гор могут об этом поспорить, потому что лучше гор, в которых ты не бывал, могут быть горы, где платят 40 тысяч евро за переезд. Все больше итальянских городков и провинций примыкают к программам, где переселенцам платят за переезд. Тут нет безработицы. Недвижимость может стоить до 6 тысяч евро. И вам все равно предлагают 40 тысяч евро, лишь бы заманить вас сюда жить. Что это такое? Сказка для дураков или аттракцион невиданной щедрости? Это самая масштабная программа, которая проходит в Италии в данный момент. Но обо всем по порядку. Люди, не верьте, это сказка для дураков. Но любой желающий может зайти на сайт, вот который здесь я вам оставлю, и почитать правила участия в конкурсе, кому и за что платят 40 тысяч, до 40 тысяч евро. Вся информация на сайте предоставлена на итальянском языке, поэтому вам нужно или выучить итальянский язык, или верьте мне на слово. Пьемонт выделил 10,5 миллионов евро для этой программы. Платят людям от минимум 10 тысяч до максимум 40 тысяч. Кто может воспользоваться программой, какие правила участия, на что можно потратить деньги, мы разберемся в этом видео. И пока я буду рассказывать, я буду вам показывать кадры разных городков, которым мы проезжали, пока ехали сюда. Мы находимся в Понте-Кьянале, это маленькая коммуна, которая тоже платит за переезд. И, конечно, не забывайте поддержать канал лайком, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я постоянно на этом канале рассказываю о таких программах, как только они выходят. Мы занимаемся бизнес-иммиграцией, и здесь вы узнаете много о жизни в Италии, достопримечательностях, законах, ведении бизнеса и многих других аспектах. Антиковидные альпийские меры. Я, честно, когда эта программа вышла, потому что я живу, кто знает, в провинции Кунео, именно здесь, думал принять в ней участие, купить какой-нибудь домик, его восстановить. Почему нет? 40 тысяч на восстановление, или на покупку скорее, чем на восстановление, это отличная идея, потому что места здесь уникальны. Я вот, посмотрите другое видео, там я показываю другие города, где больше населения, и они очень привлекательные. А есть города вообще прям возле больших центров, именно, крупные города, это те, которые из той категории низшей, где вам пунктов меньше всего дают, и меньше, соответственно, выплаты будут. Вообще, где находится этот регион Пьемонт? Это северо-запад Италии. Мы граничим с Швейцарией наверху. Слева у нас Франция, а снизу Лигурия и Лигурийское море. Регион Пьемонт – это один из самых продвинутых регионов Италии, самый богатый, один из самых богатых и обеспеченных регионов. И вот если посмотреть на карту, то вы видите всю географию этих маленьких городков, куда платят за переезд. Это почти 500 городков, которые вы можете выбрать. Сегодня мы в провинции Кунео.
как я сказал, в городе Понте-Кенале. Есть ли другие программы в Италии такие? Да, есть. Они проходили в разных провинциях, но время участия в программе ограничено. Такие программы мы проходили в регионе Молизе, они проходили в Калабрии и даже в Тоскане. Там платили значительно меньше по сравнению с этими выплатами, смешные суммы около 1000 евро вообще. И, естественно, вы бы жили не на севере Италии, а на юге имели бы все проблемы юга. А разница юга и севера – это две абсолютно разные страны для тех, кто еще не знаком с Италией. Думаю, об этом стоит немножко подробнее рассказать. Я чуть-чуть сделаю на этом акцент. Да, и те, кто не хочет слушать всю историю, я сейчас немного лирики расскажу, о мифах, которые ходят среди русскоязычного населения в Италии, в том числе об этой программе. Внизу есть тайм-коды под видео. Вы просто перелистываете на нужный вам участок и смотрите ту часть, которая вас интересует. Вся суть программы будет в конце видео, поэтому не жалуйтесь в комментариях, что я долго болтал. Мы выбрали эту локацию, потому что это одно из самых живописных мест провинции. Это красивый городок, чтобы показать вам его. Но городов, как я сказал, во всем Пьемонте почти 500 штук. Есть города побольше, есть города поменьше. И сюда переезжают те итальянцы, которые не нуждаются в поиске работы, которые работают на дому, которые работают на себя, или которые могут найти здесь работодателя. Потому что в этой провинции, именно сейчас говорим про провинцию Куно, здесь низкий уровень безработицы. Переезжая сюда, итальянцы сильно поднимают свой уровень жизни, потому что здесь уровень жизни выше, чем в больших городах. Здесь все стоит намного меньше, но здесь чистая экология. Здесь маленький уровень преступности, здесь мало иностранцев. При этом есть в ближайшей доступности все необходимые сервисы, от спортзалов до разных клубов и секций, школ, детских садов и университетов. Сейчас, наверное, поговорим немножко о мифах, которыми эта программа обросла. Первый вопрос, который нам больше всего задают в комментариях, у нас есть другие видео о других программах переезда, можете их посмотреть. Очень рекомендую, чтобы вообще понимать суть и как в будущем принять участие. Это первый вопрос, это где работа, где вы будете тут работать, чем вы будете тут заниматься. Все потому что знают, что Италия – это третья страна по безработице в Европе после Испании и Греции. Но в Италии, как я сказал, есть разница севера и юга. Это две абсолютно разные страны. Юг Италии, там ниже зарплаты, хуже уровень медицины, рейтинг учебных заведений намного ниже. И, естественно, уровень жизни там дешевле. И безработица, соответственно, выше. Если мы возьмем конкретно нашу провинцию Куно, то, как я сказал раньше, здесь нет безработицы. Уровень безработицы в провинции 4,6%. Это ниже, чем в Германии. Поэтому ответьте вы мне в комментариях, можно ли здесь найти работу или нет. Если взять другую провинцию итальянскую, например, Больцано, это Сud-Тироль, вы наверняка слышали о ней, то там уровень безработицы еще ниже, 3,8%. Вот такая большая разница между югом и севером. А в южных провинциях уровень безработицы иногда может доходить, там, наверное, до 20%. Такой комментарий, который звучал, что здесь горы, да, ну горы, вы видите, да, горы. И в горах нужно, оказывается, топить. И хочется выдать премию Нобелевскую этому человеку, потому что, да, здесь нужно топить, зимы здесь холоднее, здесь уже сейчас 2 градуса тепла, у нас снизу, если спуститься вниз в горы, то там температура значительно ниже. И такой еще вот момент, что говорят, у меня там сестра подруги живет в Италии, и здесь без машины якобы никак. Да, в Италии почти во всех семьях есть 1, а то и 2 автомобиля. И нет практически таких людей, у кого бы не было прав. Все женщины имеют практически права в Италии. Вы наверняка, когда путешествовали, видели бабушек, которые ездят на машине. Поэтому это не проблема. Школы, детсады в таком маленьком, конечно, в такой маленькой фракции их, естественно, нету, но они есть чуть-чуть ниже в других городах, где тоже эта программа и, соответственно, действует. Далеко ли море? Если вы любите горы, то, я извиняюсь, зачем вам нужно вообще море? Если конкретно брать нашу провинцию, то море от Куно примерно в часе езды. Другой вопрос, это я живу 45 лет в Италии, итальянцы никогда никому ничего не дарят.
Если итальянцы ничего не дарят, то что такое тогда эти 40 тысяч евро, которые вам просто дают, переводят вам на счет? Что это такое? Это не подарок ли? Не говоря о других разных социальных программах, таких как бонус для посещения термальных источников, бонус на покупку там компьютера, помощь малоимущим семьям с оплатой аренды, оплатой счетов за электричество, активный доход. Это вот тот самый reddito di cittadinanza, когда куча итальянцев просто никогда в жизни не ходили официально на работу и получают фактически одну зарплату, просто ничего не делая, при этом, может быть, работая нелегально. Вообще, снимаешь видео про Сардинию, тебе говорят: слушай, Сардиния, там же бандитизм, там солнце такое, оно выжигает вам всю кожу, олигархи мусорят, засоряют океан бутылками из-под кристалла, и вообще там юг Италии плохо. Снимаешь видео про север, все тоже плохо, сыро, дома сыпятся, дорогая жизнь, итальянцы себе не могут позволить жилье и так далее. Кстати, про итальянцев позволить жилье. Большинство итальянцев имеют свое жилье. Этот процент выше, чем в той же Германии. Будем брать Германию как пример, так будет всем понятнее. И социальные выплаты, которые делает Италия, то есть сколько денег она тратит на социальные системы, это тоже больше в пропорции, чем тратит Германия или та же Финляндия. Поэтому говорить, что в Италии ничего никому не дарят, это по меньшей мере нечестно. Не слушайте ноющих ютуберов, потому что у них цель этими видео вызвать у вас шок. Типа назвать видео: я переехал в Италию, стал тупым и бедным и облысел. В чем подвох? Наверняка же какой-то развод есть здесь, да, это вот любят люди, когда выпускают видео на эту тему, использовать эти обороты. Ну, во-первых, развод. Я вас не развожу, потому что я этими программами не занимаюсь, я просто рассказываю. Если хотите, считайте это просто развлекательным контентом на нашем канале, потому что у нас канал об иммиграции и жизни в Италии. Кто еще не подписан, обязательно это сделайте, и не забудьте лайк поставить в поддержку канала. А в чем выгода региона в этих программах раздавать вот так 10,5 миллионов, просто раздать? Во-первых, это новые налогоплательщики, которые сюда переедут и здесь пустят корни. Во-вторых, эти городки, они имеют проблему депопуляции, и таким образом регион заселит сюда просто новых жителей. И третья цель, которую преследует власть, это восстановление жилищного фонда, потому что есть ряд условий, о которых я вам чуть позже расскажу. Сколько тут стоит квадратный метр? Если взять провинцию Кунео, то средняя цена по провинции это 1200 евро за квадратный метр. Но можно найти уже цены, скажем, в таких отдаленных местах, начиная от 300, даже 200 евро за квадратный метр. Но жилое жилье стартует где-то от 500-600 евро за квадратный метр. Цены могут доходить в больше 6000 евро в таких городах, как Бароло. Это элитная зона, где немногие итальянцы, вообще немногие люди могут себе позволить иметь недвижимость. Или начинаются от 3000 евро в таких городах, как Лимоне Пьемонте, который тоже участвует в программе. Это известный горнолыжный курорт. Кто увлекается лыжами и был в Италии, наверняка о нем слышал. На что же можно потратить эти деньги? Деньги нельзя потратить на что угодно, нельзя на них сыграть в казино или купить модные брендовые вещи. Их можно потратить строго либо на покупку жилья, либо на его восстановление в размере 50% от максимальной суммы, которую вы потратите. И что касается реконструкции, то программа совместима с другими бонусами, о которых я сейчас вам расскажу. Очень полезная может быть для некоторых информация. Когда вы покупаете, вам регион дает до 50% от стоимости недвижимости, возвращает, но не больше 40 тысяч и не меньше 10 тысяч евро. Следовательно, если я покупаю дом за 40 тысяч евро, то мне дадут максимум половину, это 20 тысяч евро. Цена недвижимости не должна превышать на 20% цену по специальным таблицам, которые установлены в итальянской налоговой, которая по этим параметрам иногда берет выборочно, делает проверки в тех случаях, когда подозревают, что недвижимость была продана не за ту сумму, которую она реально стоит, а часть денег прошло по-черному. И зачем нужна эта проверка? Чтобы не было манипуляций в том случае, когда, например, дом стоит опять те же самые 40 тысяч евро. Я говорю продавцу: Марио, давай продай мне его не за 40 тысяч, ты все равно налог не платишь с продажи, потому что налог вы не платите с продажи, если владеете недвижимостью больше 5 лет. Так же, как и в России, по-моему. А продашь мне его за 100 тысяч, мне дадут
40 тысяч мне вернут, я тебе заплачу не 40, я тебе заплачу 50, и в итоге я потратил, получается, 10 тысяч, получил свой дом, и у меня есть 40 тысяч евро на его восстановление, а за 40 тысяч евро можно восстановить, потому что есть другие бонусы в Италии. Например, бонус 110, который называется, это когда вы делаете некоторые работы на улучшение энергетического класса жилья, государство вам возвращает до 110% от тех сумм, которые вы потратили. В этом случае, вот как раз, когда вышла эта программа, то многие итальянцы побоялись ей воспользоваться, а воспользовались ей только профессионалы в этом секторе. Потому что были такие же вот нытики, как у нас иногда в комментариях проскакивают, которые говорили, да это все ерунда, это нечестно, это неправда, вас потом замучают проверками, денег вам никто не даст. И был очень маленький спрос очень было мало заявок. Программу решили продлить еще на год, хотя было много кто был против. И сейчас все рванули использовать эту программу, потому что 110%. То есть ты тратишь 100 тысяч, тебе возвращают 110 тысяч. Естественно, есть разные способы возвращения этих средств. Один – это списание с налогов, что не очень выгодно. А второй – это просто продажа кредита банку. Банк вам берет себе процент от этих 10% от этой, плюса от этого. И, например, это может быть, не знаю, сейчас скажу навскидку, 8% они себе берут, вам 2 еще остается. То есть вы потратили 100, вам вернули 102 тысячи. Есть бонус на реконструкцию фасадов, когда вам возвращают деньги за то, что вы произвели реконструкцию фасада, сделали себе дом красивым. И бонус, например, сейсмический бонус, где вам тоже 50% от работ возвращают. И вот все, что кроме этого, на это еще сверху вам Пьемонт дает до 40 тысяч евро за эти восстановительные работы. В правилах участия. Для того, чтобы участвовать в программе, вы подаете заявку, и вашу кандидатуру оценивают согласно 4 критериям. Первый критерий – это геолокация этих городков. Грубо говоря, города разбиты на 3 категории. Чем выше горы, тем ниже приоры, и тем больше пунктов вам дают за переезд в эти места. Вторая позиция, второй критерий оценки – это чем занимается проситель. Если вы работаете по найму в этом муниципалитете, либо вы ремесленник или специалист, который переводит сюда свою деятельность, открывает здесь офис, то вам дают больше пунктов. Если вы фрилансер или работаете удаленно, а эта программа в первую очередь родилась потому, что много итальянцев сейчас не привязано физически к месту работы и работает на удаленке. И вот в этом случае вам платят уже меньше, потому что вы получаете доход за пределами этого региона. Следующий критерий – это состав семьи. Во-первых, если вы родились после 1 января 1980 года, вам дают больше пунктов. Следующий момент – это если ваш доход по ИЗ на 2021 год активный. ИЗ – это у нас есть видео о том, что это такое. Это такой специальный критерий оценки вашей экономической состоятельности. Вот если по ИЗ ваш доход меньше 20 тысяч евро, а это довольно высокий, в принципе, доход, то вам начисляют еще больше пунктов. И если у вас есть дети в возрасте меньше 10 лет, которые, естественно, с вами переезжают, то вам дают дополнительные пункты за это. И четвертый, последний критерий – это тип восстановления этой недвижимости. Например, если вы привлекаете местных специалистов из этих горных городков для того, чтобы они выполняли работы, вам дают за это дополнительные пункты. Вообще сложно представить, как здесь могут работать команда из Милана, например, которая приедет, вам будет дороже стоить ее сюда командировать, чем здесь нанять кого-то. И вообще местные специалисты, во-первых, они здесь все знают хорошо, как работает, как устроено. У них везде есть подвязки, и они стоят дешевле, поэтому вам, в принципе, будет дешевле это все сделать. И когда я читаю комментарии, что так там дом покупаешь, нужно нанимать всех местных только, но это звучит диковато, потому что куда вы без местных вообще денетесь, потому что они, во-первых, дешевле, и они лучше, чем брать какую-то команду привозить. Некоторые работы вы можете выполнить самостоятельно. В Италии не обязательно получать разрешение или делать какие-то специальные запросы, чтобы делать базовые работы. Например, положить плитку или я не знаю, покрасить стены или самому вставить окна, поменять. Это вы можете делать самостоятельно, потому что тоже одно из возмущений, что вы потратите миллионы евро на итальянских архитекторов.
Архитектор нужен в том случае, когда делаются какие-то структуральные работы, когда вы меняете планировку, когда вы поднимаете крышу, или когда вы запрашиваете вот эти вот самые бонусы все. Вам в этом случае без архитектора, естественно, никак не обойтись. И второй критерий оценки в плане восстановления – это то, что вы выполните работы согласно местной стилистике. Вы будете использовать, вот как здесь вы видите, материалы местные. Вот этот камень, это дерево специальное. Крышу вы видите, здесь не черепица, это такие плиты. Называется она, это плита Пьетро ди Лузерния, насколько я помню. Ну и вот такие, в общем, моменты, связанные с восстановлением, вы должны учитывать, и за это вам будут начислять пункты. Кто же может принять участие в этой программе? В программе могут принять участие граждане Италии, граждане Европейского Союза. Когда программа вышла, то она не предусматривала участие вообще ни для каких иностранцев, ни с видом на жительство никаких. Но был некий резонанс в СМИ, и регион добавил туда все-таки иностранцев. Это граждане любых стран с итальянским видом на жительство, бессрочным, тот, который на 10 лет сейчас выдают. Поэтому вы, когда видите эти программы, вы всегда понимаете, что это, скорее всего, для тех, кто уже находится в Италии. И в этом случае с бессрочным итальянским видом на жительство европейского образца. Это тот документ, который позволяет, в принципе, вам работать даже в других странах Европы и, по сути, приравнивает ваши права к правам гражданина Италии. Лица, которые могут участвовать в программе, должны быть старше, родиться после 1955 года, потому что регион заинтересован в молодежи, да, чтобы они здесь пустили корни. И вот, казалось бы, 55 лет и молодежь. Для Италии, да, 55 лет вы еще рагаццо, вы еще молодой парень. И последнее правило – это то, что вы не должны уже жить в таком городе. То есть я не могу уже здесь живя взять, сказать: о, я сейчас свой дом восстановлю, и класс, и мне дадут 40 тысяч евро. Нет, вы должны сюда переехать. И вы не должны быть бенефициаром других программ, когда вам платят за переезд. То есть, естественно, их много, и много кто ими воспользовался. И говоря о теме, через 2 дня, когда программа стартанула, в Ла Стампе вышла статья, именно в бумажной, что начался марафон оплаты за переезд, потому что 140 почти человек подали уже заявку. То есть представьте, 140 человек, вот эти самые дураки, для которых это сказка, они уже подали заявку, чтобы получить эти деньги. Еще одно правило: вы должны купить дом здесь после 1 сентября 2021 года. И кто был посмекательный, кто видел наше предыдущее видео, когда эта программа только вышла, он это уже сделал, и я знаю таких ребят. Заявку можно подать только онлайн через сайт региона. Для этого нужен СПИД. СПИД – это итальянская электронная личность, у вас электронный паспорт. Заявку можно подать до 12:00 15 декабря 2021 года. Времени осталось очень мало, поэтому торопитесь. Нас прошу этими запросами не беспокоить, потому что больше, чем я рассказал в этом видео, я все равно вам не расскажу, потому что наша компания Trading Consulting SAS занимается бизнес-консалтингом, бизнес-иммиграцией, видом на жительство через инвестиции и без права на работу. Но если вы задумались о переезде и потом в будущем хотите воспользоваться такой программой, вы, конечно, можете к нам обратиться. Я Антон Гросс. Спасибо. Как я сказал, а я сказал ли я? Может, это не будет так идти. Давай заново. Забыл текст. Потому что здесь везде лед, а лед греет. 1000 евро вообще. Бабка смотрит теперь в окно. Че, неплохо сказал?